Здорово, друзья! Как дела? Да, как у тебя дела? Тебя я спрашиваю. Не знаешь, как ответить? Да легко. Вот там вот внизу бери, пиши комментарий. Как твои дела? И что делаешь, можешь написать. Итак. Я вижу. Вот тебя я вижу, да. Ты вообще не подписан на канал? Ну что тебе, трудно подписаться? Давай, подписывайся. Тебе ведь не жалко, а мне вот будет очень приятно. Сегодня, ребята, такая рубрика у нас. По-моему, я когда-то снимал, но давненько не было. В общем, у нас сегодня ремонт автомобиля будет. Ну, можно сказать, реставрация, да. В принципе, ЛуАЗ я снимал, реставрировал. А это вот такой экземпляр. Я его доставал, распаковывал коробку с модельками. И он такая была она, короче. Можете посмотреть, даже вот один в один. Ничего не доставалось, ничего не делалось. Это тут даже еще она заклеена. Я ее даже не... хотя вот здесь открыто. Обманул вас, но я не доставал. Сейчас. Так, открываем. Здесь у нас что? Смотрите, гонщик такой интересный. Это у нас BMW 5 серии, седан M Sport. Серия вот такая, но здесь не указано, в общем, какая серия. Так, достаем. Что же с тобой случилось? Тоска, печаль. А может и ничего, кстати, с ней нету особого. Проводочки. Главное в этом деле вот не оторвать вот эти проводочки, ребяточки. Потому что оторвем проводочки, потом придется паять. Я вот этого делать не хочу, потому что у меня даже паяльник очень-очень далеко лежит. Кстати, кто умеет вообще паять? Долго учились этому делу? Вообще зависит все, конечно, от паяльника на самом деле, потому что если паяльник дешевый, дешманский такой, то на нем будет очень сложно паять. А если паяльник более-менее дорогой, то, конечно же, у вас все получится. Здесь у нас Формула-1, технопарк даже на формулах нарисован. Ну, в общем, трасса со следами шин. Такс. И банально все просто. Здесь просто у нас, получается, откололся вот этот вот кусочек. И все, получается. Сейчас мы это все дело будем делать. И я думаю, что проблем не будет сделать это все. Первым делом, что мы сделаем? Давайте вот так я камеру сейчас опущу, чтобы вам виднее было. Так. У нас, значит, смотрите. Получается, вот эту часть нам надо открутить. Берем крестовую отверточку. Здесь что-то вообще все хлипко. Прихлипко. Берем, значит, отверточку. Сейчас я вам покажу. Вам, наверное, интересно, что тут внутри. Смотреть. Сейчас я вам все покажу. Так, вот эта часть, которая отломалась. В процессе, наверное, перевозки это дело произошло. Так, вот так это выглядит. Внутри плата, соответственно, при нажатии на колеса происходит звук. Вот динамик у нас. Это отсек для батареек идет. Вот так вот это выглядит с этой стороны. Ну, давайте посмотрим, что у нас идет здесь. Вот, светодиодики стоят, соответственно. Фары будут светиться только лишь передние. Если вы хотите задние сделать, надо выводить сюда назад. Соответственно, подводить вот сюда. Сам корпус из металла сделан. Кстати, довольно четкое. Даже масштаб похож такой на 1.43, но не факт. Не могу утверждать так. Кто-то мне в телеграме писал, что нравится, что пороги окрашены. Вот, пожалуйста. Пороги окрашены. Бэшечка топовая, кстати. Задняя часть. Открывается багажник у нас. Вот так вот. Вот так вот багажник крепится. Тоже винтиком и все. Ничего сложного. Вот так вот двери. Если двери туго открываются или наоборот плохо, вот эти винтики пооткручиваем, либо наоборот отвинчиваем и все. Так, откроем эту дверку. Опа. Открываем эту дверку. И вот так вот торпеда выглядит. Так, ну что, ребят. Давайте приступим к нашему ремонту. Делаем максимально все аккуратно. Повторюсь, чтобы ничего не оторвать. Нам надо будет вот эту часть приклеить обратно. Для этого я буду использовать вот просто обычный суперклей секундный. Сейчас я это все дело помажу. Ну, в принципе, снимать это можно не снимать.
аккуратненько, главное. И, кстати говоря, если вот на хороших моделях, я такой клей не использую. Я использую гель, потому что он не оставляет следов, он прозрачный. Вот. А на таких простых можно, конечно, обычный суперклей использовать. В общем, все, ставлю на паузу и покажу, что получится. Ладно, в принципе, что ставить на паузу, да? Давайте вместе с вами. Вот так вот откручиваем верхнюю крышечку, прокалываем наш клей. Хоп. Кстати, этот клей может быстро выветриться, поэтому, ну, обычно на 1-2 раза его хватает что-то приклеить. Аккуратненько, чтобы не испачкать ваши руки. Так, надо найти, получается, скол. Наверное, какой-то части здесь у меня не будет хватать. Ну-ка, сейчас посмотрим. Такое ощущение, что не хватает здесь. Так. Ну, в общем, надо найти положение, какое будет правильное. Мне кажется, что вот так это должно быть. Все-таки. Что-то как-то не сходится. Но не вот так же. Нет, не так. Так, а попробуем вот так вот, знаете, снизу. Попробуем. Тут потому что вот сверху как будто бы скол идет. Так. Во! Все, в общем-то. Хотя можно попробовать даже вот таким вот образом пройтись с клеем. Сейчас я сделаю. Вот так и сделаю. Сейчас прям сверху пройдусь. Да, останутся следы, сразу говорю. Но зато как бы уже поставил деталь и поставил, в принципе. Можно клея здесь не жалеть, все равно снизу особо не видно будет. И вот с этой стороны надо также пройтись. Так. Оп. Оп. Ну, в целом вроде бы готово. Оставляем. А сколько там? Ну, давайте на минутку оставим, пусть посохнет. Ну, или чуть подольше. Короче, пусть клей высохнет. И уже будем собирать обратно. Я решил еще сюда вот клея намазать. Вот сюда. Ну, сделать такую как бы площадку уже, чтобы прям из клея получилось. Чтобы более надежная такая фиксация была. И с этой стороны тоже вот прошелся. Кстати, могу посоветовать вам лайфхак один. Вот здесь как бы наверху получается, когда вы мажете, здесь остается клей. И когда вы закрутите вот эту крышку, у вас, в общем-то, она приклеится. Надо вот эту часть протереть обязательно. Ну, там бумажкой какой-нибудь. В общем, протираем. Хоп-хоп-хоп, протерли. И дунуть вот сюда, вот в это отверстие. Сейчас, вот сюда вот надо дунуть. Чтобы клей у вас ушел вниз. И все, спокойненько закручиваем обратно. И, соответственно, у вас можно будет спокойно открутить данную крышечку. Слушайте, ну вот это я дал, я и внимания не обратил. Наперед обратил, а еще ж задняя часть у нас отломана. Вот она. Короче, ее также приклеиваю сейчас. Откручиваю, приклеиваю. И тогда ждем, пока все засохнет. Так, ребята, ну что, все. Я на часик оставлял, чтобы наверняка все заклеилось. Вот так это выглядит. Заклеено. Ну, вроде держится. Задняя часть. Так, все, давайте. Уже не терпится закрутить все это дело. Опа. Опа. А что ты не хочешь? Так, значит, неправильно. Тут алгоритм другой. Сначала заднюю часть, потом переднюю. Ага. Вот так вот. О, красоточка. Так, закручиваем один винтик сюда. Так, погнали. Ой, кто-то ж мне писал, как разобрать машинку. Вот реально, просто 2 винтика. Еще спрашивали, где отвертку купить. В строительном магазине продается отвертка. Да даже в любом этом, мне кажется, сейчас уже в магазине можно купить набор отверток. Так, все, в общем, сильно не затягиваю. Ну, как бы затягиваю, но не прям сильно. Вот в упор. Раз, и все. Так. Все. Ездит. Что, звук-то есть?
А вот звука и нету. Может, у меня здесь нет батареек? Или все-таки батарейки есть? Что-то там пошло не так. В общем, по ходу дела либо сели батарейки, ребят, потому что все как бы проводочки на местах, либо я не знаю что, либо на двери не срабатывает, датчика-то нету. Ну, в целом-то машину мы починили, а свет и звук это уже потом разберемся. Сначала надо, первое, что я делаю всегда, это, конечно же, проверяю батарейки. Сейчас мы откроем здесь, посмотрим, что может здесь быть не так. Так, не окислились? Да, вроде нет. Вроде нет. Но звука и света, к сожалению, нет. Ну что, в принципе-то я починил. Только теперь у меня свет фар всегда. Был оторван действительно один проводок, но мне кажется, это глюк именно в плате. Либо вот сели просто батарейки. А так, очень классная модель. Детализация прям суперская. Вот так выглядит багажник. Большой, кстати. Всякие декалечки. Что это? BMW 540. Ну, в общем-то, как-то так. В общем, если был полезен видос, понравился, то ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Все, всем... Нет, не всем. С вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем добра.